Orange Pi5 – это одноплатный микрокомпьютер, скажем так, вернее, это средство разработки, вернее, плата для разработки. Она может выступать и как Android-устройство, и как полноценный какой-то микро-ПК с Linux, даже есть виндовый образ под этот ARM-процессор, и это все на Rockchip 3588, один из самых мощных одноплатников у нас получается. И это вот продолжение серии. Мы делали уже обзор на Orange 5B, там был Wi-Fi, а здесь у нас и M2 NVMe SSD, и можно модуль Wi-Fi ставить, по крайней мере, они там так обещают. Либо сейчас посмотрим, что они там намудрили. Да еще и с двумя HDMI, и с одним HDMI in, еще и с дисплей-портом. Короче, еще и 2,5 гигабитных порта. Короче, ребят, Orange Pi5 Plus на канале Технозон, поехали. Мы сейчас на фирменном сайте, и вот я же говорю, мы уже когда делали Orange Pi5B, это Orange Pi5 3B, вот Orange Pi5B, он такая была себе платка внушительная, но сейчас мы будем рассматривать Orange Pi5 Plus, мы его уже потестили, есть о чем рассказать. Из того, что они заявляют о том, что это Rockchip 3588 8-ядерный, 64-битный процессор, основная частота до 2,4 ГГц, есть версии 4, 8 и 16 гигов и поддерживает 8К видеокодек. Из того, что нам сюда попало, грубо говоря, у нас без eMMC модуля плата, то есть есть варианты с eMMC, вот так вот они выглядят, вот eMMC модуль, то есть давайте сейчас я открою сразу, вот Orange Pi eMMC модуль. И есть они различные 32, 64, 256. Очень классная тема на самом-то деле. Вот так вот это сзади выглядит. У меня, к сожалению, нет eMMC, но место под eMMC модуль есть. Уже хорошо. Давайте вернемся к Orange Pi. Итак, 2,5 гигабитных порта, 2 USB 3.0. Мы сейчас еще посмотрим, как это все выглядит. Поддерживает M2 слот, поддерживающий Wi-Fi 2230, Wi-Fi 6 или Bluetooth модуль. Теперь, что у нас тут еще интересного? Вот как он выглядит, мы сейчас посмотрим это поближе, там намного интереснее все. Когда вживую рассматриваешь, это вот пропустим сразу. У него внутри стоит у него внутри стоит ARM Mali G610 видеоускоритель, что в принципе нам позволяет даже в какие-то игрушки поиграть. И смотрите, сколько у нас дисплей портов различных, то есть у нас поддерживает HDMI 2.1 8К видео output, Type-C, у нас дисплей порт 1.4A, у нас Mi PDCI видео output есть, и у нас еще есть 2 HDMI порта. То есть здесь можно вообще такой мультимониторинг напузырить, я вам говорю, это просто жесть. Но поддерживает, видите, поддерживает Wi-Fi 6 модулей, хотя у меня, к сожалению, был в наличии только NGV-шные Intel модули, у меня он не поднялся. Или по крайней мере, то есть нужно было хотя бы виндовый накинуть виндовый образ. Поддерживает NVMe диски. Вот это, кстати, очень классно. И 8К видеодекодинг. Показывает о том, что можно поиграть. Поддерживает Orange Pi OS. Тут вообще насчет... Кстати, сзади. Ладно, сейчас посмотрим. Больше меня характеристики интересуют. 4 ядра Cortex A76 до 2,4 ГГц, 4 ядра Cortex A55 до 1,8, 8-нанометровый. Есть NPU у нас. Есть PMU RK806.1, теперь память у нас QSPI NOR Flash, это 16 мегабайт или 32 версии, есть microSD поддержка до 128 гигабайт, есть eMMC сокет для подключения модулей, которые могут быть подключены к внешним дискам. Тут уже расписание интерфейсов, однако эти все интерфейсы вы можете сами пойти посмотреть в описании под видео по ссылкам. Что же сюда можно установить и сколько он стоит? Давайте я вам сейчас покажу, насколько богатый выбор. В нашем обзоре мы просто установим, допустим, образ Android 12, покажем базово, что там есть Google сервисы. Оценивать его как TV-Box я, честно вам скажу, не буду. Просто загрузили, посмотрели, что работает. И, конечно же, загружу полноценный Linux, рабочий стол Linux, для того, чтобы мы понимали, что у нас там есть. Официально. У нас есть официальные образы, есть неофициальные, третьесторонних разработчиков. Из официальных это OpenWrt, OpenWrt,
QWERTY, кто как называет. Есть у нас Orange Pi OS Arch и Orange Pi OS Droid. Есть Ubuntu. Смотрите, Ubuntu у нас представлен вот в таком виде. Смотрите, так, сейчас посмотрим. Что это у нас? Так, это у нас Desktop XFCE, есть у нас сервера на Ubuntu, есть GNOME, есть Jammy сервер. Короче, сервера есть рабочие столы на GNOME, ну, когда я не увидел. Есть Debian Linux. Что у нас тут на Debian посмотрим? Есть сервер на Debian, есть десктоп на XFCE, давайте так правильнее говорить. Вот здесь на кедах есть у нас, опять же, сервер. Слушайте, ну, это в принципе для работы и для, допустим, для какого-то сервера, для каких-то моментов это уже просто суперово. Вообще можно на нем NAS собрать. Никто не думал NAS собрать. У меня, я уже рассказывал, там дальше в обзоре расскажу, у меня там есть пару друзей, один реализовал на нем модуль слежения за кошкой, не знаю зачем, вот, а в другой на даче камеры с искусственным интеллектом подключал. Есть образ Android 12 чистый, самый обыкновенный чистый образ Android 12, который стартует либо с SD, либо, ну, кстати, все сразу советую ставить на M2 NVMe. Вот сразу, потому что на microSD, сами понимаете, немножко не то. И третьесторонние образы, это у нас BreadOS, Ubuntu, OpenFight, DEP, Kali, Rocky Linux и CentOS. И самое интересное, что здесь есть даже винда. Вот чтобы вы понимали, есть винда, есть именно на платформу, ее разрабатывают с некоторыми ограничениями, я ее не качал, не ставил, потому что есть, она еще в разработке нормальной, то есть она сейчас, это последняя винда 11, но она тоже работает. То есть вообще для себя вы должны понимать, что Orange Pi его трудно оценивать и как мини-компьютер, и как ТВ-бокс, и как чего-то, потому что это конкретно среда разработки именно из-за вот этой вот дополнительной планки, ну я ее называю плашка интерфейсов, да, каких-то, к которым можно подключать все, что вы захотите. Все, что вы захотите. Сколько стоит? Ну, версия на 8 гигов стоит $130. На Алиэкспрессе, может, я ссылки разместил в описании под видео, есть 16-гиговая у другого продавца тоже $130. Советую брать сразу 116-гиговую, и при этом я советовал бы найти с eMMC модулем. Без eMMC, вот вы представляете, на eMMC вы могли бы просто тупо ставить какие-то моменты, там, операционку запилить, а вообще этих пару модулей купить. Я бы купил бы пару модулей и менял бы. Можно на них поднимать нормально, допустим, те же самые эмуляторы, в том числе PlayStation 2 здесь спокойно тянет, потому что, ну, мы не будем в этом обзоре замерять Antutu, но мы уже делали Orange Pi 5 Plus и Orange Pi 5B, там был тест на 580 тысяч баллов в Antutu. Поэтому, ребят, переходим сейчас, я очень близко его покажу, как он выглядит, а потом уже мы с вами переходим и делаем выводы. Ну, вернее, тестируем чуть, я показываю, как работает, и делаем вывод. Так, ну что, посмотрим на нее поближе. Итак, процессор 3588, это всем все понятно. 2 USB 3.0, давайте идти по порядку. Есть USB 3.0 Type-C. Здесь у нас кнопки там сброса, это кнопочки нам не сильно волнуют. Здесь у нас разъем для TF-карт есть вот такой вот M2 NVMe разъем 2280 типа размера. Я его уже в принципе сюда замонтировал. Конечно же, наш интерфейс подключения, его называют по-разному, я его называю интерфейс для подключения внешних устройств. Можете называть как угодно. Есть у нас разъем для тоже M2, ключ у нас M2, но типа размера 2230 для Wi-Fi модуля. У меня Wi-Fi модуль не завелся, да и хрен-то с ним. Смотрите, но у меня не завелся, потому что это NG-вишка, я думаю, что он под процы Intel. Есть инфракрасный у нас вот такой вот порт. Есть у нас выход под 3.5, 2 порта 2.0, это HDMI in, это 2 HDMI out, 2 порта это 2,5 гигабитных порта. Здесь Type-C, он же служит как питание, в том числе 5 вольт, 4 ампера, тоже вы должны это уяснять. Дальше память LPDDR4X, само собой. Вот это вот у нас, смотрите, вот это у нас для подключения eMMC интерфейса. То есть вот сюда ставится такая площадочка и будет у вас eMMC. Это у нас PMU, это RK806-1.
Это для UART. Что еще у нас тут такого можно тут глянуть интересного? Ну, есть у нас вот 16 гигов или 32, честно говоря, не знаю, не вижу, SPI Flash. Ну, на этой стороне у нас есть еще микрофон. Есть, вот это, кстати, у нас кнопка питания, а вот это у нас кнопка Mask Boot ROM. И, конечно же, LED огонечек есть такой, противный до ужаса. Ну и сзади, конечно же, тут все интересно. Это для подключения LCD, это для подключения тач-интерфейса, это для подключения камеры. Также, ну, то, что M2 я уже говорил, а это у нас RTL 8126 BG, это сетевые модули. В принципе, очень-очень крутая плата. Больше здесь показывать нечего, у меня в комплекте больше ничего не было. Поэтому давайте уже подключать его и смотреть, как он немножечко работает. Ну, слушайте, я включил камеру на том моменте, когда я тестировал LAN-порты, и, в принципе, что-то тут тестировать. 2,5 гигабитные LAN-порты, они действительно честные, хотя сейчас действительно тяжело найти провайдера у нас, который бы выдавал бы сейчас 2,5 гигабита. Но вы сейчас видите 1.25, можно на разных потестировать, получить какие-то цифры. Он выдает ровную полосу, это значит, что он выдает конкретно чистый, вот, ну, видите, сейчас на отдачу 1.6, 1.7, ну, то есть, сейчас вообще воскресенье, снимаю воскресенье, и действительно загруз полный идет. Ну, давайте на другого какого-то провайдера поставим. Сейчас мы найдем. Что у нас там? Kitchcast Network какой-то. Ну, давай. Ну, здесь оно 1.2. Эх, ну такое себе. Ну, короче. 2,5 гигабитные порты. При условии наличия OpenWRT или OpenWRT, то мы, вот смотрите, видите, на отдачу пошло 2200. То есть, ну, мы видим, что да, все по-честному. То есть при условии того, что у нас есть OpenWRT, можно какой-то модуль с какими-то сильными антеннами сделать, и есть возможность создания точки доступа, можно какой-то мини-роутер, мини-точку доступа получить. Не знаю, то есть, ну, вообще нормальная тема. Вообще, я, конечно, могу отключить LAN-кабель сейчас на этой плате. Пойдем сейчас в настройки, я вам сейчас покажу. Смотрите, это, во-первых, чистый Android. Я образ 12-го Android поставил. У нас есть... А ну-ка, давайте, я же отключил. Так, включаем Wi-Fi. Определил он мой модуль или нет? Или все-таки модуль у нас заработает в другом каком-то варианте? Нет, у меня других нет, к сожалению. Мой AX210 не захотел заводиться, к сожалению. Но мы, в принципе, знаем, что такая возможность у нас подключить есть. Читаем по спекам, что конкретно вы хотите от него и что вы получите. Меня сейчас интересовало конкретно 2,5 гигабитный интернет. Не интернет, а порт. При том, что это планшетная сама по себе версия Android, по сути планшетная, в ней есть все-таки управление HDMI. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. Плюс еще есть вариант HDMI in, но его нормально еще не реализовали. Ну, вернее, вы это должны реализовывать сами под свои какие-то потребности. Смотрите, вот у нас есть HDMI ротация, есть разрешение экрана. Ой, это у нас ротация. Вот разрешение экрана, есть HDMI 2, ну сейчас у нас тут 4К максимальная, 8К экрана у меня нет, хотя они заявляются, что 8К поддерживает. И есть у нас даже DisplayPort, то есть мы можем подключать больше одного монитора, соответственно. Это тоже очень неплохо, как для такой платформы. То, что я установил, мне позволило сразу получить доступ к Google вот этим вот сервисом. Здесь изначально стоял Play Market, я зашел, и как бы у меня проблем не возникло никаких. По системным характеристикам мы видим, что это Orange P5+, RK3588 платформа, 8 гигов памяти на, ну у нас не на 64 я карточку поставил, и поставил еще SSD-шник на терабайт. То есть у нас по сути тут все, вы сами набираете ту память, которая вам нужна. По процессору у нас само собой 4 ядра Cortex A55 по 1,8 ГГц и 4 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц. Очень неплохой проц в плане производительности, но далеко не для ТВ-бокса. Дисплей мы смотрим здесь разрешение, это не разрешение самого ТВ-бокса, это разрешение самого интерфейса, и сейчас у нас 54 Гц. Ну так уж, то есть у нас сейчас подключен такой рекордер. Ничего я вам не могу с этим сделать, к сожалению. Не реализован, это не Android. К сожалению, опять же говорю. Есть доступ к термальным датчикам, то есть у нас есть температурный датчик. Сейчас мы попробуем, знаете, что с вами завести. Нет, стоп, сначала
Сначала я хочу, кроме термальных датчиков, увидеть еще, что у нас там с кодеками. Флаки, опусы, AV01 есть. Да ладно, слушайте. Само собой он должен был быть. AV1 декодер, РК AV1 декодер, это большой положительный плюс. Хотя для чего его здесь использовать, черт его знает. Давайте CPU монитор включим. Вот у нас будет floating window, ну короче летающее окошко, которое показывает сейчас 56 градусов. Еще, конечно же, нам необходимо установить именно throttling тест. Давайте инстальнем его. Пока он инсталится, я хочу, знаете, что с вами сделать? Пробежаться немножко по настроечкам. Выставить язык, конечно же. Здесь видите, какая фишка. Это все-таки, опять же, не Android TV платформа. Все, кто привык его использовать, ну, вернее, как ТВ-боксы формат, то здесь такого не будет. Здесь придется работать именно в формате планшета. Ну, есть как есть. Мы же понимаем, для чего эта штука сделана. Смотрите, название устройства модели Orange Pi, версия 12, Android 12, 8 гиговая, кстати, 8 гигов оперативной памяти. Что у нас там установилось? Установился throttling тест. Для меня это вообще первое устройство, которое поддерживает 2,5 гигабита. Именно такого, конкретно такая скорость, да, там чистая. Я никогда не видел такого устройства. Работает он, само собой, сейчас без системы охлаждения, но мы должны стартануть и посмотреть, что мы получили в базе. А дальше уже будем принимать какое-то решение. Ну, конечно же, нужно охлаждать, сооружать какие-то кулеры, кейс и все остальное. Ладно, ждем. И как мы видим, у нас достаточно нормальный ровный график, при этом он нагревался максимально до 87 градусов. Это без того, что у него пассивное охлаждение, у него вообще охлаждения нет как такового. Ни радиатора, ни вентилятора, ничего. И он при этом не тротлил. В принципе, поработав над охлаждением, можно вообще получить классную рабочую машину. И что же на таком устройстве можно еще делать? Ну, я накатил, конечно же, Android, покажу вам в плане там, ну, может быть, проиграем какие-то файлы, какие-то видео. Поиграем в PlayStation 2. Эмулятор, но это не для того. Я уже всем говорил, когда я смотрю одноплатники, да, там бывает, там тестирую, там проходят через меня некоторые моменты. О боже, разрешить доступ ко всем файлам. С каких пор Коди начинает получать такие доступы? Когда проходят через меня одноплатники, и меня спрашивают обычно, это же там как ТВ-бокс, он бездарный. Так это не ТВ-бокс. Это очень мощный одноплатник для разработки, да, с этой вот плашкой контрольной, грубо говоря, с интерфейсом, через который, вот знаете, есть такой кейс прикольный, у меня товарищ один на даче завел туда камеры с искусственным интеллектом, то есть он распознает лица. Не знаю зачем и что он там делает, а другой, я так ржал, он учится на кафедре радиоэлектроники, ну короче, он следит за своим котом. Я не знаю зачем и что он там делает, но он тупо следит за своим котом. Вообще заявлено, что этот процессор может декодировать, там, допустим, 8К 60 FPS. Это все понятно. Насколько он сможет хотя бы тут в таком варианте исполнения 4К декоднуть, сейчас посмотрим. С SSD диска. О, смотрите, 4К у нас пошел и как бы все нормально. При этом температура при проигрывании 4К 61 градус. Нифига себе, скажу я вам. Это все очень круто. В том плане, что это показывает не возможности его как ТВ-бокса, вообще абсолютно. Это показывает возможности этого одноплатника в плане работы с видеоконтентом, с мультимедиа, с обработкой, с искусственным интеллектом и со всем остальным. Не более, не менее. Вот, пожалуйста, у нас... А что она делает вообще? Господи, что мне там вообще привиделось? Очень удобно то, что из него можно действительно сделать нормальный, там, допустим, комп для каких-то целей. То есть рабочую какую-то станцию, терминал. Ну, M2 SSD есть. Вообще отличная тема. Вот у меня еще один есть очень высокобитрейтная нарезка фильмов. И очень-очень круто все работает. При этом на 60 градусах. Давайте вот будем честными, что с этим он справляется отлично. Хотя сам по себе процессоры Rockchip никто не любит. Но в качестве одноплатных компьютеров, в качестве одноплатных платформ для разработки все очень даже от них, тут, честно говоря, балдеют. Тот же самый ютубчик посмотреть.
Однако, честно говоря, 4К у меня получается декодировать с трудом, хорошо декодирует 2К, 4К с трудом, потому что есть момент того, что нет оптимизации. Это планшетный Android, хотя он сейчас 4К 60 FPS воспроизводит. Это, кстати, мое видео, которое я делал, как тестовое. Не, пошли там по чуть-чуть дропы. Connect, видели какой? 300 мегабит и все остальное. То есть здесь конкретно вопрос в кодеках и декодерах, которые еще нужно дорабатывать. То есть то, что YouTube воспроизводится, это все хорошо. Он воспроизводится у меня без дропов максимально 2К 60 FPS. Самое интересное, что проговорить про раздачи вообще нет смысла. То есть эта штука, вот я не устанавливал Antutu. Я уже вам говорил, сколько он набирал, да, там больше 500 тысяч, почти 600 тысяч баллов. И вроде бы как в этом можно играть, там какие-то Android игры, нет. Здесь можно поиграть даже PlayStation 2, допустим, какой-то эмулятор. Вот я сейчас подключил свой геймпад, у нас есть там, Final Fantasy 12. Так, начал запускаться Final Fantasy. Давайте как-нибудь его запустим. Я там с геймпадом... начать загрузить. Final Fantasy 12. И да, он достаточно мощный. Это единственное такое одно Android устройство из TV-бокса подобных, которые могут обрабатывать нормально PlayStation 2 эмулятор. Даже Nvidia Shield не может этого сделать. Хотя мощный 384 CUDA ядра, а вот так вот как-то. Все-таки 64-битная архитектура очень-очень важна, и большое количество памяти очень важно, и важна производительность. А вот по Antutu, у того же самого шилда, чисто на чистых процессорных тестах, то там далеко не 550 и не 560 баллов, как допустим, у этого проца. Ну давай уже, стартуй. Видели графончик какой, а? Очень не люблю вот эти долгие вступления в играх. Вообще не люблю. Как вы выдерживаете вот эти длинные вступления? Это просто жесть. Кстати, сейчас PlayStation 2 эмулятора 59 градусов. Что самое интересное. В жопу ваш Final Fantasy, столько прождать, читать эту муть, короче, и хрен пропустишь. Вообще жесть какая-то. Лучше в Bloodborne поиграть, или Age of Empires. Вообще задолбали с этим. Нафиг я его скачал, этот Final Fantasy. Мороки стука, посмотреть этот вступительный. Играл бы я в него. Так. Что мы имеем? Имеем Bloodborne. Ой. А знаете, что моя ошибка в чем? Смотрите, какое притормаживание. Потому что надо... нормально более-менее. Потому что надо устанавливать систему на M2. Твою мать, это бракодел называется. Знаешь, там установить на карточку систему и пробовать поиграть в эмулятор PlayStation 2. Это, честно говоря, такое себе наглость уже. Это просто-напросто форменная наглость. Хотя графончик, конечно, прикольный. Нет, играть на ней можно, абсолютно можно, но система на M2 должна быть. Вот в чем фишка. Но при этом я вообще эту систему бы никогда бы не позиционировал как Android-систему. Абсолютно. Она мне не нравится как Android-система. Как Android-система она чисто подходит тупо для разработки, ни более, ни менее. Да и сама по себе система Android не сильно, так откровенно говоря, оптимизирована. Хотя там, допустим, побраузить можно что-то поделать. Такой базовый Android. Но давайте мы сейчас перейдем и посмотрим, действительно ли сюда можно завести полноценный Linux. И сделаем уже какие-то выводы. Ну что, Orange Pi, в принципе, ничего вроде не изменилось, кроме того, что здесь сверху у нас появилась такая строка себе управления. Но любители Linux знают, что это за рабочий стол. Может быть, вы даже успеете написать в комментариях, что это. Это XFCE. Это если аббревиатуру по буквам читать. Вообще XFCE, блин, твою мать. Я никогда его выговорить нормально не мог. Напишите, как правильно его читать. Я не стал в этот раз заморачиваться, загружать KDE или что-нибудь еще такого. То есть мне захотелось чего-то новенького. Но при этом это полноценный Linux. Мы видим, у нас сейчас подключение Ethernet на 2,5 гигабита есть. Заходим, у нас здесь есть, видите, такое меню по типу кнопки управления. И здесь уже есть полноценная операционная система.
с полноценными настройками, с различными терминалами и, конечно же, различными приложениями для управления, для работы. Например, Document Viewer и все остальное. При этом вы можете эти приложения дополнительно установить из репозиториев. Ну, например, у нас есть Chromium Web Browser, то есть это обыкновенный браузер, да, там на базе Chromium, и мы здесь можем, ну, например, там спид-тест запустить, как вариант. Просто сейчас запустим и протестируем прямо здесь в спид-тесте, прямо в браузере. Это полноценный браузер, который работает достаточно быстро. Вы можете здесь нормально работать. Ну, давайте сейчас, давайте выбрали, стартанули, сейчас посмотрим. И вот, пожалуйста, у нас на загрузочку сейчас 1.6, 1.7 гигабита, 1.5, 1.4. Вот видите, раздуплилось. То есть там не дотягивало, а сейчас у нас на загрузку уже больше, потому что сервачок отдает нормально. И на отдачу у нас сейчас 1.4, 1.6, там 1.3, сейчас 1.2. Ну, короче, здесь опять же те же самые 2,5 гигабита. И пускай оно там сейчас докрутит, а мы пока запустим здесь, ну, например, YouTube. Хочется запустить. Давайте YouTube. Главное и зайдем, допустим, запустим мою дикую реку, мои любимые 4К Geoplays. И, конечно, я понимаю, что 4К, возможно, оно не будет декодировать. Хотя нет, 4К декодер, пожалуйста, работает. Только не показывает. Ну, есть Stats for Nerds. Оно 4К, дикая река. Вот в Linux оно его декодирует вообще идеально. Поняли, какая фишка? Там 12 каких-то стартовых дропов для веб-формы, это вообще отлично. Но проигрывает просто идеально. И у вас полноценная мультимедийная ось. Вы можете здесь смотреть фильмы, работать с какими-то документами. Это вообще это микро-комп. Ну, сейчас мы посмотрим. Сейчас получим доступ к нашему SSD-шнику, он его видит? Конечно же видит. То есть вот такая вот фишечка у нас есть. Также мы здесь можем работать с документами. Ну, у нас сейчас установлен Document Viewer, это для того, чтобы просматривать документы, но вы спокойно можете сюда влепить LibreOffice какой-нибудь свободный, и будет вам счастье. А вот, кстати, репозитории наших приложений. Например, там какие-то у нас погоду можно поставить, календари. Давайте посмотрим. Кодеки можно поставить. В разделе «Работа» существуют приложения, потому что это все-таки Linux, и вы там сами можете там уже разбираться, что можно делать в Linux. Сам факт того, что это полноценный рабочий Linux с возможностью там декодирования видео, с возможностью полноценной операционной системы. Ладно, давайте выходить резюмировать. Достаточно интересный, хотя и короткий обзор, имеется в виду самих возможностей. Возможности меня не сильно волнуют, но вот я сложил для себя впечатление. Ну и в качестве выводов скажу, крутая штука для тех, кто понимает, для чего это им нужно. Мы его, конечно же, рекомендуем. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.